друзья! И вот мы опять вместе. Я рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Виктория Андерсон, я специалист позитивной психологии, женский коуч, основатель школы осознанного питания Nordic Balance и диетолог. Сегодня я хочу вам рассказать о детском ожирении. К сожалению, эта проблема все больше и больше охватывает весь мир. И вдумайтесь, только на территории России каждый третий ребенок от года до 3 лет имеет избыточный вес. Это звучит страшно. И это ведь статистика только основывается на тех случаях, когда родители уже приходили, обращались к врачу, к педиатру с этой проблемой. А сколько семей, сколько родителей, которые радуются каждой складочке, борются за каждую ложечку, съеденную ребенком. И этих цифр мы всех сказать, к сожалению, или почитать не можем. Подумайте, когда рождается ребенок, ведь все же детки, они, как правило, в нормальном весе, да, они без ожирения, за исключением тех деток, которые рождаются у женщин с сахарным диабетом. Те дети немножечко крупнее. Так откуда же появляется этот лишний вес? Лишний вес появляется только после того, как мы начинаем давать прикорм нашим деткам. Ну а когда мы переходим на искусственное питание, то здесь уж, конечно, шанс очень велик. Мы раскармливаем своих детей, потому как большинство мамочек перекармливают, и с этого начинаются все проблемы. Чтобы вы понимали, жировая клетка формируется в нашем организме в 2 периода нашей жизни. Первый – это от 0 до 1,5 лет, и второй период – это в период полового созревания ребенка. Именно в эти 2 периода жизни нашей человеческой способность жировой клетки может увеличиться в 2-3 раза. И, естественно, именно в эти 2 периода нашей жизни мы себя программируем на лишний вес, с которым мы будем бороться всю свою жизнь. Я знаю это как никто другой, потому как, прислушайтесь, когда мне был 1 год, меня раскормили до 16 килограмм 300 грамм. Вы можете себе представить, 16 килограмм 300 грамм ребенок весил в 1 год. Нормальный ребенок, наверное, столько весит в 4 года, но никак не в год. О чем это говорит? О том, что мне уже тогда в год полностью испортили, поломали мой обмен веществ. И, естественно, всю свою жизнь, пока я не начала заниматься диетологией, я боролась именно с этими лишними килограммами. Поэтому, внимание, друзья, не боритесь за каждую ложку. Если вам ребенок говорит «я не хочу» или отворачивает головку, не пихайте его. Он сам знает, сколько ему нужно съесть. Если же вы обнаружили или видите тенденцию к тому, что ваш ребенок кушает много или переедает, даже когда он съел свою порцию, поспешите к врачу. Бегом к врачу и сдавайте анализы. Прежде всего, какие анализы нужно сдать? Прежде всего, проверьте ребенку щитовидную железу. Второй анализ необходимо сделать – это сдайте анализ крови на сахар. Проверьте какие-то генетические патологии, нет ли их у вашего ребенка. Особенно есть такой коварный синдром, который называется синдром Прадера-Вилли. Этот синдром, он ассоциируется с повышенным аппетитом у ребенка и также с концентрацией огромной гормона грелин в крови, который тоже отвечает за наш голод. Сходите к эндокринологу, проверьте ребенку обмен лептина. Если у ребенка не хватает гормона лептина, то этот гормон, хочу еще сказать, лептин, он блокирует наш аппетит. И если у вашего ребенка не хватает этого гормона, к примеру, то он не будет ощущать чувство, он не будет иметь чувство естественного насыщения. Он будет кушать, и ему будет хотеться кушать больше и больше и больше. Это очень важные анализы. Так что, пожалуйста, если вы видите такую тенденцию, какую-то быструю тенденцию набора веса у ваших детей, вашего ребенка, идите к врачу и сдавайте анализы. Работайте с этой проблемой, пока ребенок еще маленький. И подумайте о том, что
пока ребенок маленький, его стереотипы, его привычки пищевые складываются гораздо он быстрее впитывает эти привычки, правильные привычки. Если вы будете есть сбалансированно, если вы будете есть здоровую пищу, то ребенок тоже это будет воспринимать как естественно, само собой разумеющееся. Помните о том, что более 40% патологий и каких-то серьезных заболеваний во взрослом возрасте начинается именно из-за детского ожирения. Какие-то болезни? Это сердечно-сосудистые заболевания, это диабет, это болезни печени, это раннее развитие Альцгеймера. Так что думайте уже сейчас, ведь жизнь наших детей в наших руках. Только мы, родители, ответственны за правильное питание, за правильное развитие ребенка, ну, естественно, за воспитание. Что бы я вам могла порекомендовать для того, чтобы вы перестроили, если уже там у вас какие-то есть грешки в правильном питании или неправильном питании, то что бы я могла вам порекомендовать? Ну, прежде всего, необходимо создать баланс между физической активностью ребенка и интеллектуальным развитием. Ведь мы же как правило, мы нанимаем каких-то репетиторов детям, да, записываем их в различные кружки, рисования, не знаю, там, английского языка, еще какие-то интеллектуальные развития, да, там, в шахматы играем и так далее, математика. Но это все прекрасно, пожалуйста, делайте это, ребенок должен развиваться. Но, конечно же, не забывайте еще и о том, что необходимо хотя бы раз в неделю, чтобы ваш ребенок ходил на какой-то спорт, в какой-то кружок, какую-то секцию. Пусть это будет, я не знаю, борьба или плавание, или, не знаю, игра в футбол. Ну, если у вас нет такой возможности, тогда, опять же, мы, родители, в ответе за наших детей. Тогда давайте мы активизируемся как-то, да, и будем сами почаще играть с детьми в футбол, волейбол, на коньках кататься, лыжах. Если нет такой возможности, тогда хорошо, давайте будем хотя бы на велосипеде ездить или хотя бы будем гулять. То есть какая-то физическая активность необходима в вашем регулярном бытовом дне. По поводу питания. Забудьте о том, что в рационе ребенка могут присутствовать какие-то колбасы, какие-то сосиски, сардельки или же, не дай бог, полуфабрикаты. Да, это тяжело, это вкусно, дети любят это, потому что там очень много пищевых добавок и всякой другой гадости, да. Лучше потратьте лишних 15 минут, возьмите кусочек мяса, запеките его, сделайте какую-то буженину, я не знаю, отварите это мясо в конце концов, или сделайте курочку, порежьте ее порционно и давайте своему ребенку такие полезные бутерброды. Это принесет только пользу вашему ребенку и здоровью вашего ребенка. Помните о том, что рацион здорового питания для детей, да, необходимо вносить хотя бы 400 грамм клетчатки. Это фрукты, овощи, полезная пища, которую вы также можете комбинировать с теми примерами питания, которые я только что привела, да, эти рецепты. Если ребенок очень любит сладкое, как все дети, да, то попробуйте заменить, как я называю, кондитерский мусор, это конфеты, печенюшки, какие-то прянички, на полезные конфеты, да, сладости. Сейчас миллион различных примеров и рецептов в интернете вы можете найти. Полезных конфет, таких как взять, например, чернослив и туда внутрь положить орешек миндальный, да, уже хорошая вкусненькая конфетка будет. Или же заменить эти сладости на сухофрукты, сделайте фруктовый салат, посыпьте семечками какими-то, будет опять же уже вкусно. И если вы будете ребенку давать такую пищу регулярно или с какой-то там периодичностью, ребенок будет думать, что так оно и должно быть, так и нужно питаться. И это он примет и будет с этим жить. И это только хорошо отразится на его здоровье. Вы знаете, когда мои дети были маленькие, то в Дании была такая древняя традиция. По пятницам показывали мультфильм в 7 часов, как сейчас помню, мультфильмы Диснея. И вот вся Дания,
все родители покупали какие-то вкусняшки, конфетки, фрукты. Все это выставлялось на журнальный столик перед телевизором, вся семья собиралась, и все дружно смотрели эти мультфильмы. И дети ели в те времена сладости один раз в день, в пятницу вечером. В будние же дни эти сладости заменялись на какие-то, не знаю, маленькие пакетики изюма или же сухофруктов или орешков. И дети считали, что так оно и должно быть. Но это было тогда, хотя многие семьи до сих пор придерживаются. Прислушайтесь к этому совету, а вдруг и вам такой подойдет. Делайте что-то для своих детей, работайте прежде всего над собой. Будьте примером вашим деткам. И ведь от этого вся их жизнь зависит в будущем. Друзья, будьте здоровы и счастливы. И помните о том, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Помните об этом. Вот такая вот у нас сегодня история была насчет наших любимых детей. Будьте здоровы еще раз, счастливы, подписывайтесь под мой канал, лайкайте, приходите в группу Nordic Balance на Фейсбуке, приходите в школу, у меня есть ученики, кстати, некоторые просто даже вот мамочка у меня худеет или папочка худеет, и вместе с ними как-то получается, что и вся семья стройнеет и здоровеет. Так что добро пожаловать в Nordic Balance. Всех вам благ, с любовью. С вами была Виктория Андерсон. Пока!